namni namaste saraswati devi gaurvani pracharne nirvisesh sunavadi paschatya shtarni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Prabhu, you've shared it? The presentation? Yes. Шашнай Прабhu, презентацию можете вывести на экран? Okay. Наверное, надо открыть тот слайд, на котором остановились, наверное, да? Ну да, 6-й, по-моему, был последний. Can you take it to the one where we were doing? That is after Chaitanya Mahaprabhu's thing. Here it is. Yes. Yes, we did this. Okay. Somebody had a question, right? Помните, в прошлый раз был вопрос у кого-то? Да, Бах Прабу, может быть, вы зададите свой вопрос как раз. Видимо, время для этого есть. Сейчас. Харе Кришна. А если можно, видео. Может прерываться, Хорошо, тогда как считать нужно. Просто может прерываться связь. По поводу вопроса, я его, конечно, конкретно, лучше бы я его скопировал, но насколько я его помню, там вопрос касался общения старших, младших, в рамках Бхакти-врикши, и в целом смысл вопроса заключался в том, что когда старшие дают наставления, если я не ошибаюсь, говорят, что делать, как это лучше, младшие могут это принять, а младшие в свою очередь, просто хочу сформулировать, а младшие в свою очередь, это было, то есть конфликт такой получается того, что говорят старшие, а младшие не хотят этого делать из-за того, что они видят определенные совершенства в старших. Я вот просто помню, можно ли его как-то озвучить? The question... Нитянсар Прабу, у меня, в принципе, скопирован вопрос был. Я могу сейчас... вижу. Yes. The question is as follows. Sometimes when seniors are taking care of juniors, it takes a form of imposing their care upon juniors. So externally, it looks like seniors are doing something for the benefit of juniors, but the juniors may not realize that this is for their benefit, and they reject such care. So what should they both do, the senior who is giving care and the junior who is supposing to get this care? Hare Krishna, yes. That is true, that devotee care, we have 5 principles. Out of that, one of the principles is that it is given in the mood of service, a service mode, and it is completely voluntary for the person to accept it or not. It's no imposition.
Забота о преданных основана на 5 принципах, и один из принципов, что эта забота, она добровольна, то есть она дается добровольно и принимается добровольно, поэтому ни о каком навязывании не может идти и речи. So this is where we have to learn about detachment. That you know, we want to do, but people have their free will, right? They have to accept it. Only then they will listen. И это повод для нас поучиться отречению, потому что мы можем иметь желание до кого-то что-то донести, но человек может принимать это или не принимать, потому что у него есть свобода выбора. We have to, leaders have to accept more and more the mood of Krishna. Лидерам надо стараться все в большей степени развивать в себе умонастроение Господа Кришны. And we can get that mood if we are doing more and more for Krishna's pleasure, not ours. И сделать это можно в том случае, если мы будем все больше и больше выполнять свое служение для удовлетворения Кришны, а не ради нашего собственного удовлетворения. And so if we do that, then Krishna also interferes in our relationship, in our services. Если мы будем действовать в таком настроении, то Кришна будет больше проявляться в наших действиях, в нашем служении. And so he also arranges things by which the person whom we are counseling will get the intelligence, or he will accept whatever we are saying. И Кришна будет устраивать так, что преданный, о котором мы заботимся, Кришна будет давать ему разум и способность понять то, что мы хотим до него донести. You see, even Prabhupada, he gave so much care, but there were some people who escaped that care. К примеру, Шрила Прабхупада, он является таким высшим олицетворением заботы, но при этом были преданные, которые умудрялись избегать этой заботы. And what could Prabhupada do? He could only pray for them. He couldn't force. И что мог сделать Шрила Прабхупада? Ему оставалось лишь молиться за них, он не мог никого заставить. So this is, it will be very good even for parents. Parents also sometimes impose on their children their ideas and so on, but we have to learn this. How, if you treat them as a soul, and then it will have a deeper impact. Ну, кстати, тот же принцип относится к взаимоотношениям между родителями и детьми, потому что часто родители навязывают свою волю детям, но лучше, когда они относятся к ребенку как к душе и учитывают его свободу выбора, это будет более действенно, это более глубокий эффект будет иметь. So it is a learning experience for leaders and members. So leaders may make mistakes and they may expect complete obedience, and then they have to learn how it doesn't work. And they themselves, they have to see, am I so obedient? Why do I demand obedience like that? Так что здесь есть чему поучиться и старшим, и младшим. Старшие могут хотеть какого-то послушания от младших, и если они его не получают, это повод задуматься старшему, а сам-то я насколько послушен. Если у меня нет этого качества, как я могу рассчитывать на то, что другие будут его проявлять? And so when you give that option to those people that they can take it or they need not take it, then they'll feel, they will choose it on their own. И когда подопечному вы даете возможность выбрать, возможность выбора, то с большой степенью вероятности он сам сделает правильный выбор. Because no one likes to be forced. Никому не нравится, когда его принуждают. Even own children, they rebel, isn't it? If they don't want their parents to force things on them. Поэтому подростки, например, так бунтуют, им не нравится, когда родители их заставляют что-то делать. So, is that okay? Вы получили ответ на свой вопрос?
Да, в конце вот этот момент, конечно, очень важен. Хотел услышать, если идет определенное непослушание, да, как в конце было сказано, то проблема, наверное, скорее в тебе. Ну, это правильный подход, наверное. Но все-таки вот, наверное, демагогия этого получится. Все-таки вот вопрос того, когда вот это происходит искра, не знаю, что ли, напряжение, как вот в конце у меня там было увидеть это, кто все-таки, кому все-таки больше, потому что младший, как обычно бывает, он не увидит, да, там какое-то свое непослушание, как вот сейчас на примере подростков было, и старший, на самом деле, в какой-то момент может не увидеть того, что он допускает какую-то ошибку в направлении, да, наставления, что ли, или как это правильно сказать. Вот эта маленькая только грань недоразъяснилась, а в целом, да, получил ответ. Спасибо большое. Вы знаете, вот я что-то не могу ваши мысли поймать. Вы можете как-то в каком-то одном предложении еще сформулировать? Я вот слушаю, я не понимаю. Да, я вас понял, что вы меня не поняли. Все-таки остался вопрос в том, как увидеть, как же вам это собрать в слово, в предложение, как увидеть вот это вот, того, что либо старший передавливает, либо младший просто не хочет слушать, хотя старший все делает в меру. Ну, как понимаете? Так, давайте вот на этом остановимся, будем по частям, хорошо? You have almost answered my question, but one thing remains unclear: how to see when the senior is overpressing his junior, or the It's over? overpressing or overwhelming Ah. junior member. То есть как увидеть, что старшие передавливают, а младшие что? А младший, наоборот, как бы считает это перебором каким-то, что типа это, то And есть, how to see when junior sees that this is some overpressure on him. И дальше. So in Bhakti Vriksha, we have the structure, no? So if your immediate leader is, pressing you, so you can always go and ask this, his senior and tell him that, please help me out. I feel, I'm not able to follow this, but my leader expects me, please help me out. Ну, в Bhakti Vriksha все-таки есть определенная структура, и если преданный чувствует, что его старшие передавливают, он может пойти к старшему своего старшего и поговорить с ним на эту тему. и это считается нормально, да? Вот все, и это последний вопрос. And this is considered to be okay to do in such a way. Yes, it is like a family. I mean, it's not like a complaint against your leader, but you're just asking that senior to, explain to your leader in a nice way. So that how he feels, he really likes to follow, but then he is not able to follow. That's up to him. How he has to explain in a very nice way so that the leader understands. Но это должно быть как в семье, не как какая-то кляуза, там пошли и изложили своего старшего. То есть смысл в том, чтобы поговорить со старшим своего старшего, объяснить ему ситуацию, попросить, чтобы тот до вашего лидера донес идею, что что-то не так делается, объяснил ему какие-то моменты. For example, if your father or your mother, you are upset with them, whom do you go and tell? Например, ну вот представьте семье, там вы ребенок, и вы расстроены тем, как к вам относится отец или мать. Кому вы пойдете, к кому вы обратитесь с этой проблемой? Это вопрос, да? Is it a question? Yes. Да, это вопрос. Касательно семьи, конечно, это получается
ну, есть бабушки с дедушкой, куда можно было обратиться, а так, я думаю, это происходит, если конфликт с матерью, ты идешь к отцу, ну, если нормальные отношения, что сейчас редко, а также в обратном порядке ты идешь, спрашиваешь, хотя спрашиваешь у матери про отца, хотя бывает спрашиваешь у близких друзей семьи. Ну, я понял. If I have conflict with my mother, I would approach my father. And otherwise, if I have conflicts with my father, I would approach my mother. If I had conflict with both of them, I would approach my grandparents or maybe some close people, some close friends. So it's the same way. Ну вот We are all connected like that. Spiritual family. здесь также работает, только у нас не простая семья, а духовная семья. We keep making the mistake that, this is like a corporate thing. Like, we have these hierarchy, and then we should not step over that and go to your senior. This is like corporate world thinking. Наша ошибка в том, что мы это как какую-то корпоративную структуру, иерархическую структуру рассматриваем. Вот здесь вот какая-то иерархия, старший старшего. Если ты обратишься выше, там через голову перепрыгнешь, это будет нехорошо. Because in spiritual life, we don't condemn anyone. We only want to help people and uplift them. В духовной жизни никто никого не обвиняет. Здесь одни хотят помочь другим и возвысить их. So your leader, the leader who's, the leader is not also going to be condemned. He's only going to be helped. И старшего в этой ситуации тоже никто не будет осуждать. Ему тоже помощь будет оказана. Shall we go to the next slide? It seems that we have one more question. Шашнай Прабhu, это еще один вопрос, да, от кого-то из преданных вы запостили? Просто в прошлый раз участвовала Амат уже Друпади Давидати, она писала комментарий, и Према Падмини задала ей вопрос, а что вы чувствовали в той ситуации, когда вы вот сходили в больницу и там оказали помощь там, человеку, которого там вроде бы не хотели. Все, я понял. Maybe you remember last time one Mataji was sharing her experience when she went to the hospital. There was some other person. То есть, что там была ситуация в больнице, и я сейчас уже... В общем, Матаджи оказала поддержку этой человеку, и в итоге у них отношения очень укрепились. А Према Падмини Матаджи спросила, что вы сами почувствовали. Вот, Это была же подопечная, да, у нее в группе, по-моему, если не ошибаюсь. She had some issue with some of group members, and later that group member went to a hospital, and group leader went to visit her, and you asked what did she feel, and later she wrote down, and now I can read out a short passage about her feelings. She wrote that she felt great joy because she didn't expect that this act would be so important for her group member, and that lady was embracing her, kissing her, thanking her, and this was inspiring for both of us, and we became friends, and I get to know her better as a result. Okay, so this is a sharing. Okay, thank you. Спасибо за этот ответ. перевод по-русски, то есть, наверное, надо прочитать, да? Да, по-русски я почувствовал радость большую, так как не ожидала, что мой поступок будет таким существенным для нее. Она крепко меня обнимала, целовала, благодарила. Это вдохновило впоследствии меня и ее. Мы подружились, общаясь, я лучше ее узнал. I just read out in Russian what she wrote. Okay. So, shall we go to the next slide? Yes. Следующий слайд. Включите, пожалуйста. No, the next one.
Еще один. Ага. Okay. So how to become Gauranga conscious? We have to keep reading because we don't know that many of about that much about Lord Chaitanya Mahaprabhu. So if we read his pastimes, then we'll we will also get his mood of how to be empathic, to understand other people. Как развить в себе сознание Гауранги? Для этого нужно читать об играх Господа. Дело в том, что мы не так уж много знаем игр Господа Чайтаньи. Если мы будем читать о них, то мы And also сможем Srimad Bhagavatam. читать Шримад Бхагаватам и читание Чаритамриту, тогда мы сможем лучше понять умонастроение Господа, его проникнуться его эмпатией или состраданием ко всем живым существам. That's because it's all about people and their dealings and their relationships. Эти деяния Господа, они все о людях, о взаимоотношениях, о чувствах. And Prabhupada gives very great details about all their inner feelings and mood and everything. Прабхупада обычно в подробностях рассказывает какие-то вот такие вот тонкие моменты, чувства, объясняет переживания разных участников этих лил. So in this way, we will be able to understand people's psychology better. Это поможет нам лучше понять психологию людей. And then many times what happens is we become a devotee, and then we think the outside world is complete Maya. So, I'm going to shut my eyes to all that, and I'm going to concentrate only on my devotional life, or the devotees with whom I'm interacting. Часто, как бывает, мы становимся преданными и приходим к выводу, что окружающий мир — это сплошная майя. Мы закрываем глаза на все, что происходит вовне нашего маленького мира, и концентрируемся на своей духовной жизни и на общении с каким-то небольшим кругом преданных. That is very good for the beginning when we are trying to become strong devotees. На начальном этапе, когда мы стараемся утвердиться в сознании Кришны, это неплохо. But after that, we have to be concerned and look at problems which are happening in society. Но на каком-то уровне нужно уже начать осознавать те проблемы, которые испытывает человеческое общество. Otherwise, we will not develop compassion. В противном случае проблематично развить в себе сострадание. Chaitanya Mahaprabhu was very concerned about everyone, even the most fallen people, those most materialistic people. Чайтанья Махапрабху очень большую заботу проявлял о всех, даже людях очень материалистичных. That one day he was actually crying very much, thinking about all the suffering. В какой-то момент он буквально рыдал, думая о страданиях человечества. And so Nityananda Prabhu and Haridas Thakura, they asked him, "My Lord, what are you crying about? What's making you sad?" Тогда Господь Нитянанда и Харидас Thakura спросили: «Мой Господь, от чего ты так страдаешь, что тебя так расстраивает?» And Chaitanya Mahaprabhu said, "They're all my children, and if they are suffering, then I feel responsible as a father." Чайтанья Махапрабху ответил: «Они все мои дети, и если они страдают, я как отец чувствую ответственность за это». So in the same way, we should see the suffering of people because they are connected with the Lord. They are not separate just because they're non-devotees. Аналогичным образом мы не должны закрывать глаза на страдания людей, потому что они связаны с Господом, несмотря на то, что они не преданные. But rather we should see them as potential devotees. Надо смотреть на них не как на непреданных, а как на потенциальных преданных. So we can also see that, and it will help us to want to give out Krishna consciousness to others even more. Тогда у нас появится сильное желание делиться с другими сознанием Кришны. And it will keep alive in our mind what we ourselves suffered before becoming a devotee.
И тогда мы будем помнить о том, как мы сами страдали до того, как стали преданными. So that will help us to empathize with them, feel that, I went through this and they are also suffering and we feel very bad about it. Это поможет развить нам в себе эмпатию, способность понимать, что чувствуют другие люди, как они страдают. So it will help us to become more and more selfless. А это, в свою очередь, вот эта эмпатия, она помогает развить в себе бескорыстие. Actually, when we become more and more selfless, that is when we really discover ourselves. И когда мы работаем над развитием своего бескорыстия, вот именно тогда мы и постигаем свое «я». We become selfless about our material self, and then we discover our spiritual self. Бескорыстие означает, что мы избавляемся от материальной корысти, то есть от каких-то интересов своей материальной составляющей, и тогда мы обретаем свое истинное «я» или духовное «я». So we should try, how much can I be more and more selfless in my all my services? Поэтому надо думать над тем, как становиться, как я могу стать более бескорыстным в своем служении. Taking a little more difficulty, so just to help others. Принять на себя немного больше трудностей ради других. And also we can do good to people even anonymously. Maybe no one will come to know about what I'm doing. Другой способ это творить добро, пусть даже анонимно, то есть делать что-то, даже если никто нас не похвалит за это, никто не узнает. Maybe we drop some money into the hundi and maybe no one saw it, but Krishna, except Krishna. Например, положили денежку в ларец для пожертвования, никто, может, это и не заметил, но Кришна-то все видит. Nobody is there to glorify us. Oh, fantastic, you've given out so much. Никто нас, может, не похвалит, ничего себе, сколько ты пожертвовал. But what will happen is we become very satisfied because Krishna has seen that and he's very, very happy. Но все равно Кришна видит, Кришна доволен, и это будет давать нам ощущение очень глубокого счастья. Because often, sometimes people are driven by what will give them name and fame. Зачастую люди стремятся делать то, что принесет им славу или популярность. But being Gauranga conscious means just doing it for his pleasure. Но быть в сознании Гауранги значит делать все для Господа Гауранги, для его удовольствия. And that will give out enormous results. It will impact so many people. И это, в свою очередь, будет давать совершенно чудесные результаты. Вы сможете оказывать положительное влияние на огромное количество людей. Okay, another thing, to become Gauranga conscious, we have to take pleasure in others' happiness. Другой момент, чтобы развить в себе сознание Гауранги, нужно научиться радоваться чужому счастью. We feel happy. We share people's joy instead of feeling envious. Не завидовать чему-то счастью, а радоваться вместе с человеком. Because each one's life is his own. There is no point in comparing. It's totally unique. Каждый живет свою жизнь, нет смысла сравнивать нашу жизнь с чьей-то еще, каждый уникален. Maybe somebody got what you really desire and you still don't have it. Допустим, кто-то получил то, чего вы сами давно хотели, но так и не смогли достичь. But then we should understand that Krishna is controlling our lives. Но надо понимать, что в конечном счете Кришна контролирует нашу жизнь. And he's waiting to make us very happy, waiting to fulfill our desires. И Он готов сделать нас счастливыми, Он готов исполнить наши желания. But like a loving father, he wants to first cure us of our disease. Но как любящий Отец, Он вначале хочет исцелить нас от нашей болезни. And so that disease is wanting everything to enjoy with our body and mind.
И болезнь это заключается в нашем желании наслаждаться всем на уровне тела, на уровне ума. So we have to, I mean, this is philosophy in action. Whatever we read in the Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, we have to apply it in our own lives. Then we'll find that we are getting more and more qualities of these wonderful characters. Это называется философия в действии. То есть мы читаем о деяниях великих преданных, Шримад Бхагаватам и других шастрах, стараемся применять это в жизни, и это начинает преображать нас самих. But sometimes devotees say, oh, that is all possible in those days. Nowadays in Kali Yuga, it's not possible to be so good. Иногда преданные говорят, ну вот эти качества в другие эпохи можно было демонстрировать. Сейчас в Кали-югу кто на такой способен? And it is precisely for this reason that Krishna has come in the form of Chaitanya Mahaprabhu in Kali Yuga and showing us that you have to be like that even in Kali Yuga. Ну вот как раз для нас, жителей Кали-юги, Кришна приходит как Господь Чайтанья Махапрабху и показывает нам, как мы должны действовать. Only we have to become more tolerant. Единственное, что для этого нужно, это развивать в себе терпение и терпимость. Have a role model in selflessness. Неплохо выбрать себе кого-то в качестве образца самопожертвования. Right? Sometimes we think, okay, all this, preaching is fine, but I don't see anybody being so selfless. Why should I be selfless? Потому что иногда мы можем думать, ну это, конечно, все звучит хорошо, но вот я не вижу перед собой какой-то пример такой жертвенности, почему я сам должен тогда это делать. So you look around and see who is very selfless, and then try to also become like them. Try to be more selfless like them. Поэтому оглянитесь вокруг себя, найдите кого-то в качестве образца жертвенности и старайтесь развивать в себе такие же качества. There are so many wonderful Vaishnavas in ISKCON who are selfless. ISKCON столько замечательных вайшнавов, у которых есть вот это качество жертвенности. Then, of course, there is our own Guru and Srila Prabhupada. У каждого из нас есть духовный учитель, у нас есть Шрила Прабхупада. And Vaishnava Acharyas. Есть ачарьи вайшнавы. And so we must try to, we should think, okay, suppose they were in my situation, what would they do? I should do like them. И мы можем думать, вот если бы они оказались в моей ситуации, как бы они поступили на моем месте, и стараться вот действовать так же. And also do not hurt others for self-benefit. For the sake of your happiness, you should not try to hurt others. Кроме того, не следует вредить другим ради собственной выгоды или ради собственного счастья. In small ways, we can begin. For example, say the favorite dessert is, quite less. We have a function, we had a program, and in the prasadam, there is only less sweet left, and everyone likes it very much. So when I go, I'm also thinking, okay, others should also have it, not just take a lot myself. Начинать можно с малого, вот, к примеру, какая-то программа, и там просад и десерт, который вам очень-очень нравится, и всем он нравится, поэтому когда вы доберетесь до десерта, не нужно забирать его весь, возьмите чуть-чуть, чтобы другим тоже досталось. And this is true in all our, activities, in our relationships. We should never think that I should win and others should lose. И то же самое распространяется на все остальные сферы нашей деятельности, на все отношения. Не надо стараться сделать так, что мы выигрываем ценой поражения других. But rather, think about a way in which you also win and the other person also wins. Лучше постарайтесь придумать такое решение, когда выигрывают все. And it's possible, every situation, if we look for it, then we'll find something which is good for us and for the others as well. Это возможно в любой ситуации, если ее хорошенько рассмотреть, можно найти решение, когда и вы выигрываете, и другие выигрывают. But most of the times people are greedy.
And they think only I should benefit maximum, and the other person I don't care. Чаще всего люди жадные, они думают, как бы себе урвать побольше, и про других забывают. Okay, then value others' time equally to yours. I mean, our time is very precious, and so we should be concerned that we don't waste other people's time as well. Также необходимо ценить чужое время, так же, как вы цените свое. Для нас наше время очень ценно, и аналогичным образом мы должны ценить и чужое время. For example, it may be about waiting in a queue. We want to jump queue so that, we think, I don't have time. Допустим, вы стоите в очереди и думаете, мне некогда ждать, давай-ка я пролезу вперед без очереди. Or going late for programs and then make everyone wait for you to arrive and then start the program. Или, например, на программу вы приезжаете позже всех и заставляете всех себя ждать. Especially in Bhakti Vrikshas, it happens, right? The leader, poor thing, is waiting till all the members come. На Бхакти Врикше это обычная картина. Лидер сидит и ждет, когда все соберутся. Rather, we should think, I should go on time because I don't want to make my leader, make others wait for me. Лучше развивать себя в правильном настроении и думать, надо-ка не опаздывать мне, потому что сейчас вот все будут сидеть и ждать меня. And also, maybe if we are always, when we are writing, or when, for example, first writing, when we are writing, sometimes people just don't try to make it very concise, very short, and very to the point, putting paragraphs. Или, например, это относится к переписке, то есть вы пишете кому-то что-то, и часто люди даже не задумываются, что можно же покороче все это изложить, как-то вот оформить на абзацы, чтобы это удобно было читать. And sometimes we see messages which go on and on and on, so much description without any paragraphs, and it makes very difficult reading. И иногда вот в сообщениях целая простыня такая приходит без разбивки по абзацам, и там вот вода разлита, вот что-то написано. And then it takes so much time to read it. И очень много времени уходит на то, чтобы это все прочитать и пытаться понять, о чем там вообще говорится. So one way in which we show our care and concern for others is always think before writing, and how can I put it in minimum number of words? No need to explain it again and again. Make it very crisp and clear so that just by reading that, people in a short way, they will all understand. И один из способов проявления заботы и сострадания — это стараться четко и понятно излагать свои мысли без каких-то ненужных повторов, многократных одного и того же, с какими-то небольшими абзацами, чтобы человек прочитал, и сразу ему все стало понятно, что вы хотите ему сообщить. In schools, they try to train us, right? Précis writing, where they'll give us a big passage and we have to make it, summarize it and write. В школе этому учат изложение. Все же в школе писали, вам зачитывают большой отрывок, а потом нужно в 2 словах пересказать суть. And same goes with talking to people. И то же самое относится к живым разговорам. There are some people, very nice devotees, but they won't think, is the other person, do they have time or not? And they'll go on talking for hours. Есть преданные, они, конечно, очень хорошие преданные, но как-то вот они не учитывают, что у других может и времени не быть, и они могут прям часами что-то вам рассказывать. So we can show concern for others by trying to be as brief as possible. Whatever is really required, I mean, we try to shorten it so that, and in today's world, everybody is short of time. So we don't keep on, we are aware about people's needs. Поэтому можно проявить свое страдание к окружающим, постаравшись как-то кратко все сформулировать, то, что в наше время у всех дефицит времени, ни у кого нет времени все это выслушивать очень долго. Because we really appreciate if others were so concerned about us, right? They don't waste our time. Нам же
тоже хотелось бы, чтобы как-то и на нас, у других время было, чтобы у других было время о нас самих позаботиться. And you know how everybody, Bhakti Viksha members, for example, we are calling them up. And then if we show concern about whether they have time and we try to be brief so that we don't take too much of their time, then the members will be so happy, they will want more of our calls. И это относится и к звонкам, участникам группы. Когда вы звоните им вот, регулярно, с ними общаетесь, если вы будете стараться как-то вот, ну, покороче делать разговор вот по существу, чтобы их время не тратить, они это будут ценить на самом деле, и у них будет желание, чтобы вы почаще им так звонили. And similarly, as juniors also, we shouldn't keep on saying the same thing to our seniors and, refuse to listen to anything, and we keep on repeating the same things. That is also wasting time. И то же самое относится к нам уже в положении младших. Не нужно в общении с нашими старшими постоянно твердить одно и то же и таким образом тратить их время. Okay, any questions or comments so far? Есть ли вопросы или комментарии по тому, о чем сейчас говорилось? It may take some time, Okay. somebody may write down. Я сказал, что может кто-нибудь напишет позже, потом можно вернуться, если сейчас нет вопросов. Okay, shall we go to the next? Давайте следующий слайд. Okay, so part of becoming Gauranga conscious is we should always see, not see to what suits me, but what will be best for the maximum number of people, or not just for me and whoever I like or whoever close to me, but what is that option that helps most of the people. Продолжаем обсуждать, как развить в себе сознание гуранги. Всегда старайтесь выбирать тот вариант, который принесет благо не только вам или не только какому-то вашему небольшому коллективу, но большинству. Right? Like it may be what suits my time, or it could be anything, choice of something or the other. We have to see whether most people are happy with it, not only what I want. Есть вопрос выбора может касаться самых разных сфер, но суть не в этом, а суть в том, что вы выбираете такой вариант, который приносит пользу большинству. You know, Rupa and Sanatana Goswamis, when they were in Vrindavan, all the people of Vrindavan just loved them. Известно, что Рупа и Санатана Госвами, когда они жили в Вриндаване, они пользовались большой любовью всех местных жителей. And sometimes they would go and visit different villages. Они периодически ходили, посещали деревни, расположенные вокруг Вриндавана. And all of the people would come to talk to him, talk to them with their families. И местные жители выходили к ним вместе со своими родственниками и беседовали с ними. And sometimes just the whole night, whole day and even night, they would spend time talking to all these people. И иногда вот беседа с жителями деревни, она занимала весь день и всю ночь. And what were they talking to them? Were they giving class? И в чем было это общение заключалось? Может быть, Рупа и Санатана им лекции читали? But rather, they were actually asking the welfare of each person, how they were doing, whether they had a nice crop that year, the agricultural crop, whether it was good, whether their daughter got married, and such things. Нет, они просто разговаривали о житье-бытие, как у вас дела, как урожай в этом году, выдали ли вы свою дочь замуж, ну, такие темы. And if two people were quarreling, a husband and wife, for example, they would come to Rupa and Sanatana, and whatever the judgment they gave, both accepted.
Если у кого-то был конфликт, например, у мужа с женой, они приходили к рупи санатане, ну, чтобы те помогли им как-то урегулировать этот конфликт. So we can see how their compassion to benefit all the people, even though it must have been so difficult for them. И этот пример показывает, как их сострадание приносило благо большинству, то есть всем людям. So we take little difficulties, little austerities, and then that will give enormous results. Поэтому порой бывает нужно взять какую-то аскезу, какую-то трудность потерпеть, но это даст очень хороший глобальный результат. No doubt, when we are doing the service, we might get upset. Oh, too much difficulty. Why should I suffer like this? Конечно, зачастую служение связано с какими-то трудностями, проблемами. Мы порой думаем, ну почему мне приходится столько страдать? But Lord Chaitanya's reciprocation, you will feel, you will experience soon. And then you will think, oh, it is worth everything. Но если вы берете на себя такую аскезу, то вы обязательно почувствуете отклик от Господа Чайтаньи, и вот этот отклик, это блаженство, оно компенсирует все ваши неудобства. So he reciprocates by more, more success in our preaching and our spiritual advancement. Как отвечает нам Господь Чайтанья? Он дает успех в проповеди, Он дает нам духовный рост. Okay. And then we have to forgive and forget, not keep thinking about how people have hurt us or wounded us. Также нужно учиться прощать и забывать, а не то, что мы все время вспоминаем, кто нам чего плохое сделал. Why are we very stuck on constantly thinking about how people have hurt us? Почему мы зацикливаемся на том, как кто-то нам причинил вред? That is a disease of our own, attachment to our body and mind. Это результат нашей болезни, привязанности к собственному телу и уму. The more we decide, I just want to serve Krishna, you won't experience pain. Но чем сильнее наша решимость служить Кришне, тем меньше боли мы чувствуем. So every situation we should think that this is helping me actually become more mature and advanced. Поэтому какие бы ситуации у нас не возникали, нужно их так воспринимать. Эта ситуация помогает мне стать более зрелым, более продвинутым в духовном отношении. Then we won't even feel angry or unhappy with others. Тогда мы не будем гневаться на других или разочаровываться в них. Like Haridas Thakura, he was beaten up in 24 marketplaces, and he didn't even feel any anger towards all the people who were beating him. Как Харидас Такур, его избивали палками на 22 базарных площадях, но он не испытывал никакого гнева по отношению к своим учителям. Because he had Krishna, so he was feeling blissful. У него был Кришна, он пребывал в блаженстве. And he felt sorry for the others who don't have Krishna. And that's why they're behaving like that. И когда его били, он сострадал вот этим учителям, потому что у них не было Кришны, поэтому они, собственно, себя так и вели. So then we will understand how fortunate I am. If I can satisfy Krishna, then I will have Krishna. Why should I worry about other things? И тогда он думал, а как же мне повезло, если я смогу удовлетворить Кришну, тогда я заслужу Кришну, а если у меня будет Кришна, зачем мне о чем-то еще беспокоиться? Then we do voluntary services as much as we can. We volunteer to do, so even if nobody asks us or there's no force, but still we volunteer to do a lot of services. Также важно выполнять служение добровольно. Добровольно значит, вас никто не просит, а вы берете и делаете служение. Много разного служения. For example, maybe some devotee is sick and really suffering because there's no one to cook food for him.
К примеру, кто-то из преданных заболел, ему тяжело, и некому даже приготовить для него. And then, okay, we think, okay, something will happen, the leader can take care, somebody will help him. И мы думаем, ну пусть лидер группы о нем заботится, или кто-нибудь позаботится другой. Or the devotee can ask his relative or friends. Пусть родственники или друзья ему готовят. See, this is why how we try to avoid responsibilities, isn't it? На самом деле это просто способ уклониться от ответственности, не брать на себя ответственность. Mataji, your mic is off, it seems. Oh. Hare Krishna. Now it's on. Could you please repeat last sentences? No, we always tend to justify that if we don't want to do something, we say that, oh, those people will manage somehow. Мы всегда ищем оправданий, когда не хотим что-то делать, думаем, ну, кто-нибудь другой пусть это делает, это не наша ответственность. But that is not the point. The point is that, are you eager to extend yourself, to give that helping hand? Это неправильно. Правильно, когда мы сами готовы поступиться какими-то своими интересами и оказать помощь. Of course, whatever you can, not beyond your capacity. Ну, конечно, эта помощь должна быть в пределах ваших возможностей. And then we donate whatever we can. This is very important. Также нужно жертвовать, когда предоставляется такая возможность. Because we want to promote Krishna's services. Мы хотим популяризировать служение Кришне. So that is the best form of donation for preaching and giving mercy to others. Could you please paraphrase that? Maybe it is for giving mercy to others. So that donation which helps us to preach to others, that is the best form of donation, because it will give us the maximum spiritual blessing. И для служения Кришне нужны пожертвования, есть разные варианты, на что жертвовать в служение Кришне. И лучшее пожертвование — это то пожертвование, которое направлено на проповедь или на популяризацию сознания Кришны. And the Bhagavad Gita also says that acts of charity and penance should not be given up by anyone, even the sannyasis. В Бхагавад-гите говорится, что никто, даже саньяси, не должны отказываться от аскез и благотворительности. So that makes us more generous and charitable. Это развивает в нас щедрость и жертвенность. And you find that in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu actually, encouraged such acts of service for the welfare of others. И мы видим в Чайтанья Чаритамрите, что Господь Чайтанья поощрял такой вид служения другим. As we saw in the last class about how, what's his name? Shivananda Sen, the businessman, Chaitanya Mahaprabhu gave him instructions to use his money to take all the people from Bengal to Orissa and bring them back. На предыдущем вебинаре рассказывалось о Шивананде Сене, которому Господь Чайтанья поручил задействовать свое богатство в том, чтобы устраивать паломничество для преданных из Бенгалии в Орissу и обратно. Because money is something given by Krishna and we use it in Krishna's service, then Lakshmi Devi will be more happy to be with us.
Деньги дает нам Кришна, и когда мы используем эти деньги в служении Кришне, Лакшми Деви, она будет более склонна жить в нашем доме. Okay, then be selfless in everyday ways also, in small ways, like maybe helping elderly people to cross the road or getting up and giving you a seat if they are older than you. Далее развивать дух самопожертвования в повседневной жизни. Например, бабушку через дорогу перевести, место в общественном транспорте уступить. Maybe getting prasadam on a plate for them and giving it to them. So that elderly people don't have to wait in queues. Преданные там где-нибудь пожилые в очереди за просадом стоят, дайте взять им просаду без очереди им принести. Or maybe even to help them, you take a bowl of water so that they can wash their hands and not have to walk all the way to wash their hands. После просада полить им на руки, чтобы руки и рот могли прополоскать, а не идти куда-то там к умывальнику далеко. Maybe even washing their plates. Тарелки за ними помыть. All this actually purifies the soul. Это все очищает душу. And we should be always there for devotees, not switch off our phones and say that now I can't take any more calls. This is my time. Далее нужно быть всегда открытым и доступным для преданных, а не то, что телефоны отключили, и никто до вас достучаться не может, а у вас тоже времени нет на преданных. Just an example, because then so many devotees are trying their best. Oh, we need to ask or something, and then not available. Просто как пример, у преданных какие-то вопросы, им помощь, совет нужен, а вы, абонент недоступен. And that's just an example. Это просто пример. And of course, we have to remember to take care of ourselves also. Конечно, нужно не забывать и о себе самих заботиться. Because why should we take care of ourselves? Because we are servants of Lord Chaitanya. Почему заботиться о себе? Потому что мы слуги Господа Чайтаньи. And always show unconditional love. И всегда нужно проявлять бескорыстную любовь. And unconditional love means you don't put conditions or you don't demand anything for whatever you give. Бескорыстная или безусловная любовь – это когда вы любите, не ставя никаких условий и ничего не требуя взамен. Love means unconditional. If there is a condition, then it's not love. Любовь вообще по определению безусловна. Если есть какие-то условия, это уже не любовь. That is business. Это какой-то бизнес. So in this way, then we become more and more aware about how by thinking of Lord Chaitanya Mahaprabhu all the time, we can act in these ways. И если мы будем медитировать на эти качества Господа Чайтаньи, то постепенно они начнут проявляться и в наших действиях. It becomes easier. По крайней мере, нам проще будет вести себя так. And we keep practicing, and then it will become our nature. Если мы будем практиковаться в этом снова и снова, постепенно это станет нашей природой. Anybody wants to share anything, or they want to comment or ask any question? Если кто-то хочет поделиться своими соображениями, прокомментировать или задать вопрос, пожалуйста. Пока комментариев никаких нет. Наверное, нам, видимо, эту культуру нужно развивать в себе. И, наверное, на каждый из этих пунктов
нужно, может, какое-то более такое, может, обширное обсуждение, там, как-то реализовать. It seems that we have to, no comments yet, it seems that we have to develop this culture of discussion maybe in some shorter pieces. Maybe we have discussed a little bit and then try to discuss it when we covered some small piece of information. Наверное, это мы можем сделать в тангах в будущем, ну, то есть вот в плане лидеров или бактерикших. Maybe we could discuss it in leaders meeting in our Bhakti Vrikshas. То такое сознание, оно распространится, и мы сможем увидеть результаты этого. Then we could share this knowledge and maybe this will bear some fruit. Yes. It will become the culture of the community. Да, это станет такой, это заложит основы для культуры общины Бхакти Врикши. В принципе, вопросов вот пока нету, комментариев тоже, так что, наверное, может быть, стоит завершить. So we have no comments, no questions yet. It seems that we can stop at this point. Okay, thank you very much. Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyo vacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Ananta koti vaishnava ki jai. Hari Bol, Hari Krishna. Hare Krishna. Thank you very much.